Здравствуйте. Давайте поговорим, из чего состоит любовь. Ну, скажете вы, еще один философ. Любовь – это очень субъективно, каждый воспринимает по-своему. Воспринимает – да. Но любовь состоит из одних и тех же компонентов. Хотите быть влюбленным? Хотите не испытывать от этого дискомфорта? Хотите быть спокойным и уверенным в себе, чтобы ваши отношения приносили вам только счастье? Если да, смотрите это видео. Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Так что такое любовь? Не будем говорить какие-то поэтические, философские термины. Все это глупость, это ничего не объясняет. Это дает выход энергии, выход каких-то эмоций для говорящего, но не более того. А что же все-таки такое любовь? Если смотреть на любовь с точки зрения работы нашего мозга, нашей нервной системы, надеюсь, не будем разбирать ее с точки зрения работы сердца. Любовь – это резкое повышение нашего эмоционального тона, нашего настроения, в ответ на наличие объекта любви, либо при воспоминании о нем. Все. Согласитесь, что в этом определении есть все. Объектом любви может быть что угодно или кто угодно. Подъем настроения – это обязательно. Но я не указал еще один момент. Когда вы влюблены, кроме вот этого резкого подъема настроения, присутствуют еще какие-то непонятные, не совсем приятные ощущения. Почему-то в книгах его и описывают как любовь. Вот, увидел, и сердце заколотилось. Бабочки в животе появились. Там, ножки ослабли. Вы сами можете найти это и в литературе, да и на собственном примере можете рассказать, какие вот такие ощущения вы испытываете, когда влюбляетесь, когда вы любите. Так вот, должен вас огорчить. Вот эта вторая часть, это как раз то, что любовь убивает. Любовь – это только подъем настроения. А все, что я сейчас вам описывал, это вегетативный дискомфорт. По сути, это боль. Так почему, когда мы влюбляемся, у нас часто появляется боль? Вообще, что это такое? Как я уже сказал, психологи, философы, писатели, как только могли, запутали эту тему. Но с точки зрения работы нервной системы это намного проще. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Вот так вот грубо, вот так вот непонятно. Мозг – это проводник электрический, и по нервным волокнам протекает только электрический ток. Не течет по нервам ни любовь, ни привязанность, ни ревность, ни ненависть. Нет, только электрические сигналы. И мозгу нужно эти сигналы получить. Ему все равно, откуда они возьмутся. А вообще, откуда они берутся? Для того, чтобы электричество в организме сформировалось, есть только один орган, который и вырабатывает это электричество. Это рецептор. Их миллиарды в нашем организме. Каждый рецептор работает, очень мало может выработать, но все вместе они создают энергию, наверное, сравнимую с электростанцией. Небольшой электростанцией. Так вот, эти рецепторы делятся на две части. На два вида, точнее сказать. Это экстрарецепторы, внешние. Те, которые превращают всю внешнюю энергию света, тепла, электромагнитного поля Земли в электрический сигнал. И внутренние рецепторы. Те, которые в электрический сигнал превращают химические и физические изменения в нашем организме. И если источники энергии внешние, они просто безграничные, то источники энергии в организме, их очень немного. И единственный способ сильно увеличить вот это вот поток электричества за счет внутренних рецепторов, существует только один. Этот путь называется боль. Да, он плох, да, он делает нас несчастными, но тем не менее это энергия. А как я уже сказал,
Мозгу все равно. Дайте мне электричество, а каким путем вы его будете добывать, мне все равно. Будете ли вы за счет атомной энергии, либо сжигать дрова, мне все равно. Так вот, этот подъем настроения, улучшение, увеличение нашего эмоционального фона, это значит, что по нервам потекло гораздо больше электричества, гораздо больше электроэнергии. То есть, если мы получаем много энергии, мы чувствуем себя энергичными, мы чувствуем энтузиазм, мы чувствуем любовь. Именно вот так. Мы, когда влюбляемся, объект любви включает в нас рефлексы, по которым текут огромное количество электроэнергии. Вот и все. Вот и весь процесс. Но, как я уже сказал, электроэнергия может быть любая. Именно поэтому наши эмоции делятся на позитивные и негативные. Когда мы получаем энергию на халяву от мира, наши эмоции позитивные, мы счастливы. Когда же мы получаем эту энергию от боли, наша энергия увеличивается. Да, во время стресса человек может все, но за это все он очень сильно платит. Потому что это все, это результат боли, который он в это время переносит. Ну, может, эта боль не такая острая, конкретная. Может быть, она более размазанная. Назовем ее дискомфорт. У вас может просто начать колотиться сердце. У вас может просто сжимать горло, напрягаться мышцы. Где-то неконкретные боли. Но назовем это дискомфортом. Но, тем не менее, это источник электроэнергии. И когда мы во время любви испытываем ревность, что это? Да, мы любим, но при этом мы испытываем боль. И эта боль выражается в том, что нам это не нравится. Нам не нравится не объект любви, мы его любим. Нам не нравится та боль, которую в это время мы испытываем. И поэтому вот эта вот ревность проявляется. Вот что такое любовь. То есть любовь это, с одной стороны, это очень мощный поток энергии в наш мозг. А с другой стороны, этот поток непонятно откуда идет. Он может быть действительно позитивным, а может приносить боль и страдания. Так можно ли сделать так, чтобы любовь приносила только удовольствие, только счастье и не приносила боли? Все современные методы, в общем-то, они не способны это сделать. Но что такое, по сути, брак по расчету? Брак, когда родители сводят детей. То есть у детей нету в это время, у молодоженов нету друг другу чувств. Они не влюблены. Значит, они не испытывают ни счастья, ни боли. И надежда на то, что когда поживут вместе, им будет лучше. Но это очень и очень сомнительно. Да, такой брак может продлиться долго, но он не приносит счастья, так как он не приносит любви. А можно ли все-таки это сделать? Я предлагаю использовать метод аппаратной психотерапии, аудиокатарсис. Метод очень интересен тем, что он абсолютно не похож на все остальные. Его задача не вызывать в вас любовь, не улучшать ваши эмоции. Точнее так, он все это делает. Но это вторично. Аппаратная психотерапия – это метод физиотерапии, созданный для того, чтобы улучшить, увеличить прохождение электрического тока по нашим нервам. Нормализовать его течение, сделать так, чтобы сопротивление электрических путей, нервных путей, было минимальным. А как следствие исчезает боль. Как следствие увеличивается поток электричества в мозг. Как следствие наши эмоции улучшаются, наше настроение повышается. Как проводится аппаратная психотерапия? В принципе, это мечта. Все, что нужно вам для аппаратной психотерапии, это сесть, одеть наушники и начать жаловаться. Жаловаться на свою жизнь, на то, что вам мешает, на то, что вам не нравится. В вашем супруге, в объекте вашей любви. И когда вы начнете это выговаривать, вы почувствуете физический дискомфорт, вы почувствуете ту самую боль, которая и убивает вашу любовь. Вы сердитесь на своего
партнера не потому, что он плохой, а потому что в это время он является триггером. Он рестимулирует ваши рефлексы, он вытаскивает вашу боль. И если убрать эту боль, то ваше отношение к вашему партнеру изменится. Вы перестанете испытывать к нему негативные ощущения. У вас останутся только позитивные. Вы просто сидите и жалуетесь. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Уже через несколько сеансов вы заметите, что когда вы жалуетесь, вы перестали испытывать негатив. Выраженный негатив вам стало безразлично. Вы теперь стали испытывать спокойствие. Да, с точки зрения психотерапии, психологии, вы победитель. Но аппаратная психотерапия способна дать вам гораздо. Если вы продолжите сеансы, то вы почувствуете, что ваше настроение улучшается. И когда вы говорите о том, какой плохой ваш партнер, что плохо в вашем брате, в ваших отношениях, у вас сначала появится улыбка, а потом будет всплеск настроения, взрыв. Вот этот взрыв, это изменение, его вообще ни с чем невозможно спутать. В течение нескольких секунд ваше настроение станет великолепным. Это значит, что теперь в ваших отношениях боли, как источника эмоций, больше нет. И теперь вы будете своего партнера воспринимать только с позитивных эмоций. Ваши отношения изменятся. Но это ваше отношение к вашему партнеру. Его отношения вы изменить не сможете. Если он решит провести эти сеансы, да. Если нет, то нет. Но, опять же, даже в случае того, что сделаете вы выиграете. Вы перестанете испытывать боль. Вы станете здоровее, вы станете счастливым. Когда говорят, а что важнее, любить или быть любимым? Я говорю однозначно, любить. Потому что, когда ты любишь, значит, твои эмоции раскрываются. Твой потенциал увеличивается, твое здоровье улучшается. Но я говорю только о позитивной любви. А любви за счет боли совсем нет. Та любовь, которая приносит страдания, я уже объяснил, почему это происходит. Лучше давайте без нее. Этого можно избежать. Это можно убрать. И как следствие вы сможете быть здоровым, счастливым, спокойным, уверенным. И ваша любовь будет только увеличиваться от этого. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Будьте счастливы. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы свою жизнь можете изменить и как аппаратная психотерапия вам в этом сможет помочь. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте влюблены.